27 мая 2020 года. Талкитна, Аляска. 41-летний Натан Кэмпбелл садится в чартерный самолет. У него за спиной рюкзак весом 40 килограммов и спутниковый телефон. Он профессионал. Он знает, что Аляска не прощает ошибок, но он идет туда не за выживанием. Он идет за ответом. Через 3 месяца пилот вернется за ним к озеру Керри, но найдет лишь пустую палатку и дневник, открытый на середине страницы. Последняя фраза «пошел за водой». Но до воды 300 метров по открытой местности, и там нет ни одного следа. Прямо сейчас, пока вы слушаете эти слова, глубоко под мерзлой землей Денали, на глубине высотой с 30-этажный дом, находится объект, который официально невозможен. Его называют Черная пирамида. Она в 4 раза больше Великой пирамиды Хеопса. И именно она съела Натана Кэмпбелла. Сегодня мы станем участниками самой закрытой экспедиции десятилетия. Мы не будем гадать на кофейной гуще. Мы используем физику и запрещенные отчеты 90-х, чтобы понять, что на самом деле гудит под льдами Аляски. И почему реальность гораздо страшнее любого заговора. Натан Кэмпбелл не был сумасшедшим охотником за пришельцами. Он был прагматиком. Прежде чем Натан сделал свой первый шаг по мхам Денали, он провел сотни часов, изучая статистику. Годами он изучал так называемый треугольник Аляски – зону, где людей пропадает больше, чем в Бермудском треугольнике. Треугольник Аляски – это территория между городами Анкоридж, Джуно и крошечным поселком Уткиагвик. С 1970 года здесь бесследно исчезло более 20 тысяч человек. Это невероятная цифра. Это больше, чем население многих европейских городов. Почему люди пропадают здесь вдвое чаще, чем в среднем по стране? Все началось с анализа старых полетных карт. Кэмпбелл заметил, что пилоты гражданской авиации десятилетиями стараются облетать это место стороной. Они жаловались на белые пятна в навигации. Пилоты вертолетов часто упоминали одно и то же явление – ложные тени. Это когда на идеально ровной поверхности леса или снега ты видишь глубокую впадину или стену, которой там нет. Это не галлюцинация одного человека. Это искажение света, вызванное плотными магнитными линзами. Представьте, что воздух над пирамидой превращается в густое стекло. Свет, проходя через него, преломляется. Вы идете к дереву, которое видите перед собой, но на самом деле оно находится в 50 метрах правее. Вы шагаете в пустоту или обрыв, уверенные, что под ногами твердая почва. Натан начал копать архивы и наткнулся на забытое заявление генерала Билли Митчелла от 30-х годов. Митчелл тогда сказал странную фразу: «Тот, кто владеет этой точкой на Аляске, владеет миром». Кэмпбелл задал себе простой вопрос: что может делать клочок безжизненной тайги настолько ценным? Золото? Нефть? Нет. Натан предположил, что там скрыто нечто, обладающее колоссальной энергией. 27 мая 2020 года он высадился у озера Керри. План был прост: 4 месяца одиночной экспедиции, чтобы зафиксировать источник электромагнитных помех. Сначала все шло по плану. Каждую неделю он выходил на связь по спутниковому телефону. Его голос был спокойным. Он описывал красоту гор Денали, но в середине июня тон изменился. В его последних разговорах с семьей сквозило странное беспокойство. Он жаловался, что тишина в лесу стала тяжелой, что птицы замолчали. Кэмпбелл начал слышать гул, низкий вибрирующий звук, который шел не из воздуха, а прямо из-под подошв его сапог. Натан взял не только дозиметр, но и простейший лазерный дальномер. В его дневнике за 10 июня есть запись: «Лазер врет. Луч бьет в сосну на расстоянии 30 метров, но прибор показывает 140. Пространство здесь свернуто в узел». Это было первое техническое доказательство того, что пирамида под ним — это не просто склад камней, а работающее устройство, которое искривляет саму ткань реальности. Натан начал замечать, что его наручные часы, обычная механика, начали спешить на 7 минут в сутки. В физике есть только одна вещь, способная так влиять на время.
гравитационная аномалия или сверхмощное электромагнитное поле. Пирамида словно создавала вокруг себя пузырь, где время и пространство работали по своим правилам. Когда в сентябре пилот прилетел за ним, лагерь выглядел так, будто Натан просто вышел на минуту и растворился. Котелок с едой стоял на месте, палатка была застегнута, и вот тут спасатели нашли ту самую улику — его полевой дневник. Записи в нем обрывались резко, последние страницы были исписаны странными схемами кругов и треугольников, а на последней та самая фраза: «Пошел за водой». Но до ближайшего ручья было 300 метров через густой кустарник. Поисковые собаки дошли до края поляны и просто сели на землю, отказываясь идти дальше. Они выли, глядя в пустоту. Никаких следов борьбы, никаких следов медведя. Кэмпбелл просто шагнул за порог своего лагеря и покинул наш мир. Но почему именно там? Чтобы ответить, нам нужно спуститься на 200 метров под землю. Но давайте сперва перенесемся в май 1992 года. Китай проводит мощнейшее подземное ядерное испытание в Лобнаре. Мощность взрыва 1 мегатонна, что эквивалентно миллиону тонн тротила. Сейсмическая волна прошивает земной шар насквозь как рентген. В это время на Аляске работала сеть станций сейсмического мониторинга. Геологи ожидали увидеть стандартное отражение волн от коры планеты. Но то, что появилось на мониторах, заставило их похолодеть. Они фиксируют странное эхо. Чтобы понять, что так напугало сейсмологов, представьте, как работает сейсмическая волна. Обычно она проходит сквозь землю, как звук сквозь воду, постепенно затихая и искажаясь. Но сигнал из-под озера Минчумина вернулся чистым. Это как если бы вы крикнули в темный колодец и услышали не глухое эхо, а идеальный цифровой повтор своего голоса. Объект на глубине 213 метров вел себя как идеальный резонатор. В физике это называется полость черного тела. Объект не просто отразил волну от взрыва в Китае, он ее усилил. Инженеры из Анкориджа, которые первыми увидели данные, не верили своим глазам. Приборы прорисовали четкую структуру. Геометрия была идеальной. 4 грани, острая вершина, основание. Не напоминает пирамиду? Вот и ученые сделали вывод. Это не гора и не скопление руды. Природные скалы имеют неоднородную плотность, они рассеивают волну, а эта загадочная находка отразила ее целиком, как зеркало. Грани сооружения имели наклон ровно 52 градуса. Это число – золотое сечение в архитектуре пирамид. Если бы это была природная скала, ее грани были бы рваными, но здесь приборы рисовали линии, прямые, как лазерный луч. Если черная пирамида действительно в 4 раза превышает пирамиду Хеопса, то ее основание может составлять около 920 метров, а высота около 560 метров. Это колоссальное сооружение, которое должно быть видно даже с орбиты, если бы оно не было скрыто под землей. Насчет возраста мнения расходятся кардинально. Некоторые исследователи предполагают, что объект мог быть построен древней цивилизацией, существовавшей десятки тысяч лет назад. Сторонники теории заговора утверждают, возраст черной пирамиды Аляски исчисляется миллионами лет. Они верят, что вся информация о местонахождении была намеренно удалена из открытых источников, включая спутниковые снимки, Google Earth и другие картографические сервисы. Но вот в чем главная загадка. Пирамида в Гизе построена из известняка, а объект под Аляской поглотил большую часть энергии ядерного эха. Это означает, что он сделан из материала, который мы только недавно начали использовать в оборонной промышленности. Плотность этого механизма по расчетам превышала плотность стали. Но сейсмика показывала, что внутри пирамиды пустота. Огромные симметричные залы. И это невозможно для природного образования. Под весом горной породы любая пустая камера на такой глубине должна была схлопнуться тысячи лет назад. Если она стоит, значит она сделана из материала, который прочнее гранита в десятки раз. Или же внутри поддерживается искусственное давление, которое противостоит весу гор. Данные об открытии на Аляске были опубликованы всего 1 раз. Сюжет вышел в новостях 7-го канала в Анкоридже.
Но уже на следующий день все записи эфира были изъяты. Ученым, которые зафиксировали объект, было приказано забыть об увиденном. Но зачем скрывать пирамиду? Потому что этот объект не памятник архитектуры. Это работающее инженерное устройство. Многие говорят, это магия древних или база пришельцев. Оставьте это для дешевых шоу. Давайте разберем объект как инженеры. Почему же пирамида черная? В современной авиации мы используем технологию стелс. Самолеты покрывают специальным ферритовым слоем, который поглощает радиоволны, делая их невидимыми для радаров. Геологический анализ показал, что район Минчумина богат графитом. Графит – это идеальный поглотитель. Если вы построите объект из графитовых блоков и запечатаете его под давлением миллионов тонн горной породы, вы получите идеальный черный ящик. Но зачем кому-то прятать гигантскую пирамиду под землю? Чтобы понять это, нужно вспомнить про кварц. Аляска буквально стоит на кварцевых жилах. Когда вы сжимаете кристалл кварца, он вырабатывает электрический заряд. Это называется пьезоэлектрическим эффектом. Вы используете его каждый день в зажигалках или наручных часах. А теперь представьте этот эффект в масштабах пирамиды высотой в 40 этажей. Давление Земли постоянно сжимает ее структуру. Пирамида превращается в вечный, самозаряжающийся аккумулятор чудовищной мощности. Она генерирует электромагнитное поле такой силы, что оно искривляет пространство вокруг себя. Именно это убило Натана Кэмпбелла. Не пришельцы, не магия. Его убила физика. Такое мощное поле создает инфразвуковые колебания. Эта частота ниже 7 Гц. Человеческое ухо ее не слышит, но ее слышит наш мозг. Инфразвук вызывает резонанс внутренних органов. У человека начинается паническая атака, галлюцинации и полная дезориентация. Кэмпбелл написал «пошел за водой», находясь в состоянии инфразвукового психоза. Для него реальность поплыла. Он мог идти прямо в болото, думая, что идет по асфальтированной дорожке. Пирамида просто выключила его сознание, как мы выключаем компьютер. Вы спросите, если она скрыта, как мы можем быть уверены? В 2025 году технологии сделали шаг вперед. Теперь нам не нужны ядерные взрывы, чтобы заглянуть под землю. Мюонная томография использует космические лучи, чтобы просвечивать почву как рентген. Мюоны — это элементарные частицы, которые рождаются в верхних слоях атмосферы от столкновения космических лучей с воздухом. Они летят к Земле почти со скоростью света. Они прошивают нас с вами, наши дома и даже километры скал. Когда в 2026 году международная группа исследователей, официально изучавшая миграцию вечной мерзлоты, установила мюонные датчики вокруг Денали, они ожидали увидеть однородную массу Земли. Вместо этого ученые получили рентгеновский снимок гигантской микросхемы. Внутри пирамиды обнаружены полости. Но это не комнаты, а сеть вертикальных шахт, без лестниц и перекрытий. Это волноводы, пустые каналы, которые идеально направляют энергию к вершине. Они выглядят как жерла огромного двигателя. Поток частиц показал, что в центре пирамиды находится массивный стержень из материала, который почти не пропускает мюоны. В природе такого материала нет. Это может быть либо сверхплотный сплав, либо некое энергетическое состояние материи, которое мы еще не открыли. Более того, тепловизоры с высоким разрешением, установленные на спутниках, подтверждают, пирамида не просто теплая, она пульсирует. Раз в 8 часов температура поверхности над ней поднимается на 3 градуса и плавно остывает. Это дыхание машины подтверждает, внутри до сих пор идут физические процессы. Реактор работает. Он греет вечную мерзлоту изнутри. Кто построил данный промышленный объект? Гигантскую линзу, фокусирующую энергию Земли. Мы знаем, что пирамиды в Египте и Мексике ориентированы по звездам. Черная пирамида ориентирована на магнитные полюса Земли,
какими они были десятки тысяч лет назад. Мы имеем дело с технологией, которая рассматривает планету как единый живой организм, как огромную батарейку. Представьте огромный музыкальный инструмент, встроенный прямо в кору планеты. Кто-то тысячи лет назад знал о сейсмических частотах Земли больше, чем мы знаем сегодня. Кто-то построил устройство, которое черпает энергию из самого вращения планеты. Почему власти это скрывают? Потому что тот, кто разберется в принципе работы Черной пирамиды, получит доступ к оружию или источнику энергии, перед которым атомная бомба покажется петардой. Черная пирамида Аляски не единственная в своем роде. Если мы прочертим линию от озера Минчумина через полюс, мы попадем в точки, где мюонные сканеры последних лет также фиксируют невозможные пустоты. Это пирамида Куфу в Египте, где в 2017-м нашли большую пустоту, и таинственные холмы в Китае, которые власти запрещают раскапывать под любым предлогом. Создается впечатление, что планета покрыта сетью таких антенн. Каждая из них — это инженерный шедевр, использующий пьезоэлектричество и инфразвук. Военные на Аляске прекрасно это знают. Почему Форт Грилли так охраняется? Там находятся перехватчики системы ПРО. Но если вы посмотрите на бюджет этой базы, вы увидите колоссальные траты на изучение низкочастотных помех. Они не просто защищаются от ракет, они пытаются расшифровать код, который пирамида транслирует в Землю. В начале 2026 года произошел инцидент, который не попал в СМИ. Все датчики в районе Денали одновременно зафиксировали всплеск частоты 7,83 Гц. Это так называемый резонанс Шумана, сердцебиение нашей атмосферы. Пирамида на Аляске на несколько секунд вошла в идеальный резонанс с планетой. В этот момент в радиусе 50 километров у всех людей пропала мобильная связь, а животные начали массово мигрировать на юг. Мы имеем дело не с прошлым, мы имеем дело с активным будущим. Эта машина ждет своего часа, и Натан Кэмпбелл, вероятно, оказался там в момент одной из таких пульсаций, когда пространство вокруг тебя сжимается, а время начинает идти назад. Человеческое тело просто не выдерживает. Оно распадается на атомы в электромагнитном шторме. Власти скрывают пирамиду не потому, что боятся правды, а потому, что не могут ее контролировать. Это как найти ядерный реактор в песочнице. Вы не знаете, как его выключить, и боитесь, что кто-то другой научится им пользоваться. Военные базы вокруг Денали — это не охрана пирамиды. Это попытка заблокировать ее излучение. Они пытаются заглушить гиганта, но у них плохо получается. Официально правительство Америки отрицает существование какой-либо черной пирамиды на Аляске. На всех картах, включая детальные геологические карты Геологической службы Америки, этот район обозначен как обычная горно-таежная местность без каких-либо особенностей. Однако внимательный анализ спутниковых снимков показывает некоторые странности. В районе между озерами Керри и Минчумина на некоторых снимках видны области с замазанным или намеренно ухудшенным разрешением. Обычно так поступают с военными объектами, секретными базами или другими чувствительными зонами. Сегодня Аляска молчит, но это молчание обманчиво. Под снегом и льдом продолжает гудеть механизм, который меняет климат, отклоняет компасы и стирает людей из реальности. Натан Кэмпбелл ушел за водой и не вернулся. Его тело не нашли, потому что в зоне действия такого электромагнитного резонанса материя ведет себя непредсказуемо. Сегодня официальная наука продолжает называть это ошибкой оборудования или геологической аномалией. Но факты упрямы. Звук есть, тепло есть, исчезновения реальны. Мы стоим на руинах цивилизации, которая понимала физику материи лучше нас. Если
этот механизм спустя 10 тысяч лет все еще работает, то какова его конечная цель? И что произойдет, когда он выйдет на проектную мощность? Эти вопросы, как и о происхождении Черной пирамиды, пока остаются без ответа. Задумайтесь, если за одну случайную находку власти готовы были пойти на государственную измену и уничтожение улик, то что еще скрывается под нашими ногами прямо сейчас? Мы только что приоткрыли дверь в мир, где реальность гораздо круче любой фантастики. Но готовы ли мы к тому, что эта дверь может открыться в обе стороны? История Черной пирамиды только начинается. И кто знает, чье имя следующим появится в списке тех, кто просто пошел за водой.